Виктория Боня порадовала нас новым обращением. На этот раз со слезами благодарности. Она благодарит начальство, что то обратило внимание на ее жалобы, а заодно открещивается от этих наших дождей и BBC. Я, дескать, не с ними, дорогие вожди, а я своя, советская. Тем временем оригинальное ее обращение уже перевалило за 20 миллионов просмотров в запрещенном Инстаграме. Второе обращение Бони вызвало у кого-то разочарование. В какой-то веке власти прилетело с аполитичного фланга, и тут же спикер вроде бы как поспешил забрать свои слова обратно. Сегодня поговорим о том, почему прежнее обращение Бони имеет значение, почему оно содержательно, а вот ее ритуальные пляски, мол, я не с ними, я за вас, не имеют никакого значения. А заодно обсудим новость, которая проясняет, почему блокировки нынешней волны в интернете носят настолько ковровый и сумасшедший характер. Как так вышло, что государство решило бесить людей под выборы, и почему? Прежде чем начнем, напомню. По ссылке в описании мы собрали работающие способы обхода блокировок в интернете. Среди них есть и бесплатные, и платные. Среди платных обратите внимание на VPN Blank. Он в нашем рейтинге VPN всегда хорошо себя показывает, на первых местах идет. Мы регулярно инструкцию эту обновляем, а спонсирует и поддержание ее сервис виртуальных карт mCard. Виртуальную карту можно пополнить криптовалютой и даже рублями. Ссылка на сервис в описании. Есть такой известный авиаблогер Денис Окунь, пилот-инструктор Боинга 737 в течение долгих лет. Окунь когда-то хорошо сформулировал подход гражданского пилота к авиабезопасности. Хороший пилот — это разумный трус. Пилот сначала обеспечивает безопасность, а потом делает все остальное. То же самое можно сказать о любом человеке, который живет в России или ездит в Россию, или зависит от российских работодателей, рекламодателей, от российского государства. И одновременно при этом хочет высказаться о чем-то общественно-политическом. Все прекрасно понимают, включая тех, кто никогда толком политикой не занимался. Прямой наезд на Путина, неважно в каком контексте, это путевка как минимум в иноагенты, а дальше как повезет, в террористы, экстремисты, уголовники. Все прекрасно понимают, что на 5-м году войны в предельно свирепом авторитарном режиме любое нелояльное высказывание несет вполне конкретный риск. Единственный способ хоть немного себя от риска этого оградить — это произнести специальную молитву. Ты, дескать, ни в коем случае не имеешь в виду Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин – молодец, политик, лидер и борец. Но вот окружающие его люди – сплошные жулики, подонки, дураки, вредители и враги. Если вы посмотрите любого такого рода выступления, вроде того же академика Роберта Нигматуллина на Московском экономическом форуме, то очень быстро убедитесь. Фрагмент речи, где раздаются комплименты Путину, не имеет никакого значения. И это все понимают. Если вырезать словословие в адрес вождя, смысловое содержание останется тем же. Число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Так не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Словословия в адрес Владимира Путина, исключение его из поля критики, имеют смысл совершенно не такой, как вся остальная речь. Это способ сказать: не заводите на меня уголовное дело. Я не против режима, я критикую отдельные недостатки на местах. Нормально ли быть разумным трусом? Конечно, нормально. Если бы я не был таковым в свое время в России, то сейчас бы не тут вещал, а письма из колонии через коллег бы передавал. Находясь в России, мы не отказывали себе в критике Путина, но все-таки фильтровали базар. А когда началась война и фильтровать базар, при этом сохранив свои убеждения, стало уже невозможно, мы все редакции разъехались кто куда. Но это то мы, у нас была такая возможность, она есть не у всех. Можно сказать, что в стране происходит полный пиздец, бардак и ужас, таким образом, чтобы не навлечь на себя лишние риски. Не лезть в пасть к крокодилу, пока это не станет жизненно необходимо. Вот и весь принцип разумной трусости. В конце молитвы принято говорить «Аминь». Принято подписываться под вышесказанным «Да будет так». А ругая российское государство, на чем свет стоит, сейчас нужно сказать «Доложите Путину, ведь он не знает». И добавить «Ну что вы, я совершенно не оппозиция.
Я не эти ваши дожди и BBC, я не враг, я друг народа. Содержание в этом ноль, послание от этого ни на йоту не меняется. Зато спикер чувствует себя на правильной стороне Уголовного кодекса. Ну и на здоровье. Есть один тип реакции, который мне часто приходится читать после подобных публичных выступлений. Это поиск в них тайного государственного замысла. Как помните, даже в рейдже Ильи Ремесла этот замысел умудрились найти. Дескать, государство чует своими усиками народное недовольство и пытается его как-то канализировать. Зетникам вытащили Ремесло, который саданул правду матку, а всем, кто недоволен запретами и блокировками, Викторию Боню, которая, видимо, должна сначала абсорбировать, а следом как-то слить протест. Это кривое описание в логике тех, кто верит в государственное всемогущество. В то, что моль в кладовке вне государственного плана тайного не чихнет. Но понять, почему люди в это верят, можно. С одной стороны, они видят, как государство справляется со своими явными и декларируемыми планами. Как оно 4 года Купенск берет, строит 1000 самолетов, разрабатывает электромобили и конкурирует с Ютубом. Мало кто заблуждается в способности российского государства превращать свои планы в реальность. Все понимают цену государственным фантазиям. Но почему-то предполагается, что такой паттерн относится только к явным планам. Если государство явно сказало «возьмем Киев за 3 дня», это можно даже не слушать. Но вот если оно что-то втайне задумало, то обязательно повернет все так лихо, что никто даже не заметит и не поймет. В каком месте начальству хорошо от того, что известные люди с весьма аполитичными, очень большими аудиториями начинают озвучивать вещи, которые аудитория в голове своей и так думает? С каких пор авторитарные режимы стремятся протестные настроения аккумулировать? С каких пор для такого режима считается хорошей идеей объяснить всем: вас бесит происходящее? А вы не одни такие, а все такие. Вон 20 миллионов человек Боню-то посмотрели в Инстаграме. Всю дорогу наш режим избегал этого всего изо всех сил, а тут вдруг решил разгуляться. Не надо думать о государстве лучше, чем оно есть на самом деле. Наш режим не хитрый. Он ресурсный, силовой, может давить массой и деньгами, но действует он довольно бесхитростно. Да и сомнительно, что настолько крупные образования могут проворачивать какие-то такие изящные схематозы. За все время мы видели таких схематозов ровно 0. Так что нет, тут нет никакого тайного плана и замысла. Люди, и селебрити в том числе, говорят то, что думают, в тех рамках, которые сами для себя признали безопасными. Это такие воображаемые двойные сплошные. Но вопросы это не снимает. Почему все так неумно? Почему в год выборов нужно настроить против себя сразу всех? Зетников, звезд Инстаграма, известных актеров и просто людей, которые политикой не интересовались никогда, пока государство не вломилось непосредственно к ним в смартфон. Собственно говоря, ответ на этот вопрос мы получили. Вся власть в вопросах блокировок интернета сейчас находится в руках второй службы ФСБ по защите конституционного строя. Блокировками интернета сейчас заведует не администрация президента, не Минцифры, не какая-то политическая структура. Ими заведует даже не ФСБ в целом, а самая главная тайная полиция в стране. Преображенский приказ или ОГПУ, в зависимости от эпохи, к которой мы отсылаем. Персонажи, которые заточены на политическое насилие, которые связывают незнакомых между собой людей в шпионское подполье, которые травят новичком, гоняются за переводом в 3000 рублей родственнику в Украину. Такие вот граждане с определенного рода занятием, которые очень хорошо умеют следить, прослушивать, устраивать провокации, выдумывать врагов и побеждать их. Источники The Bell рассказывают, летом прошлого года, в момент, когда блокировки посыпались особенно плотно, руководитель этой службы Алексей Седов встретился с Владимиром Путиным и пообещал ему навести порядок в интернете, на что получил карт-бланш. Генерал-полковник ФСБ Седов сам по себе персонаж, как будто специально придуманный. Такой сферический чекист в вакууме. 54-го года рождения, на 2 года моложе Путина. Всю свою силовую карьеру при советской власти сделал в ленинградском КГБ, а после в различных силовых ведомствах Санкт-Петербурга. Наверное, сложно себе представить человека, с которым Путину было бы комфортнее разговаривать. Он просто смотрится в него как в зеркало. Вся разница в том, что в отличие от Путина, Седов никогда не занимал никаких политических должностей, да и вообще никаких должностей в сфере гражданской никогда не занимал. Он всю жизнь
силовик и всю жизнь чекист. Понятно, что такое ведомство и такой его глава не сильно способны мыслить категориями каких-то там выборов, каких-то скандалов, каких-то общественных реакций. Эти слова для них сумбур вместо музыки. В их представлении наведение порядка – это закатать все в асфальт нахрен, и все. Ответ на вопрос, почему они не задумываются о последствиях своих действий в год выборов, почему бесит людей с подобным размахом, звучит максимально просто. Они об этом не думают. Жизнь их к этому не готовила. Опять же, никакого сложного заговора тут нет. Просто люди, которые в какой-то мере соображают, как их действия откликаются в общественном восприятии, не работают во второй службе ФСБ. Они работают в администрации президента. Но очевидно, что орган этот сейчас от решений по блокировкам полностью отстранен. Это, в общем, естественная динамика для стареющего персоналистского режима. В какой-то момент он становится озабочен исключительно вопросами собственной физической безопасности. И доверяет только тем, кто безопасность эту обеспечивает. Ведь, случись чего, дойди граждане до ручки, Путину будут нужны не хитрые политтехнологии со Старой площади, а чекисты. В этом есть некоторая логика. С другой стороны, власть Путина пошла на вторую четверть века благодаря работе не чекистов, а политтехнологов. Людей, которые как раз плюс-минус соображали, где можно давить, где надо отступить, а куда лучше вовсе не лезть. Как сделать так, чтобы результаты выборов походили на плюс-минус реальные? Как сделать так, чтобы власть держалась на туда-сюда консенсусе? Как использовать пропаганду, манипуляцию общественным мнением и при этом грамотно раскалывать оппозиционные силы таким образом, чтобы власть выглядела, если не особенно популярной, то хотя бы неизбежной и естественной? Мы задавались вопросами. Почему вдруг все стало так грубо и явно? Неужели государство потеряло ту самую чуйку, которая позволяла ему балансировать и так долго сохранять власть? Нет, не потеряло. Просто теперь интернетом занялись люди, которые никогда этой чуйки не имели. Которые привыкли отчитываться по посаженным, по выявленным, по разоблаченным, по убитым. А теперь отчитываются заблокированными VPN-ами. Проблемы, которые они создают для тех, кто будет проводить выборы, интересуют их примерно в той же степени, в которой шерифа волнуют беды индейцев. Их задача разгромить и зачистить интернет. Для них это вражеское подполье. А что потом делать с тем, что самые аполитичные и лояльные кроют власть, на чем свет стоит, решать будут те, кто не работает во второй службе ФСБ по защите конституционного строя. Мы имеем дело не с заговором, а с тем, что интернет всецело отдан в руки погромщиков. И люди вполне искренне на происходящее реагируют. Да, часто опасливо и разумно трусливо. Но таковы реалии. Многие вообще впервые ощутили себя оппонентами государства. Они понимают, что российское государство штука опасная. Они прощупывают почву, пытаются сообразить такие речевые конструкции, которые донесут мысль, но чтобы список иноагентов им не грозил. Режим, который держался на политтехнологах, теперь держится на генерал-полковнике ФСБ. Страна к такому совершенно не привыкла. Страна не привыкла к государству, которое занимается публичным вредительством и совершенно того не стесняется. Оно не пытается обманывать или манипулировать, не пытается двигаться аккуратно и шаг за шагом, а просто громит и ни в чем себе не отказывает. Реакция вполне естественна. Рейтинги одобрения лично Путина ползут вниз даже по официальным опросам военного времени. А совершенно лояльные прежде звезды понимают, пришло время высказаться, аудитория от них этого ждет. Мы с вами наблюдаем российский режим в ситуации, когда он и сам считает, что нужно выживать любой ценой. Однако выживанием любой ценой он создает себе врагов из тех, кто раньше и не помышлял ими быть. Прямо перед выборами он с каждым днем множит граждан, которые его ненавидят. Знаете же серию фильмов «Пункт назначения», где, пытаясь избежать смерти, персонажи делали все, чтобы ее приблизить? Но вот мы видим буквально то же самое в реальности, только с путинским режимом. Никакого заговора. Все просто и глупо. Понятно и совершенно объяснимо, что у некоторых моих коллег, которые долго боролись, серьезно пострадали, были вынуждены эмигрировать, долго и не всегда успешно пытались достучаться до общества. У многих коллег не вызывает огромной симпатии выступление лайфстайл-блогерши, которая до этого ничем не рисковала, но вдруг прозрела и тут же собрала 20 миллионов просмотров. Равно как и появление какого-нибудь Охлобыстина, Людоеда Людоедовича, который тоже там что-то застенчиво сказал в защиту интернета и сразу стал объектом всеобщего интереса. Хотя объективно на персонажа клейма негде ставить.
Чувства эти объяснимы. Но, вообще говоря, надо помнить, зачем мы с вами, коллеги, занимаемся тем, чем занимаемся. Зачем мы просвещаем людей, придумываем язык, которым можно говорить на как можно более широкую аудиторию. Мы это все с вами делаем ровно для того, чтобы люди, которые никогда на нашей орбите не бывали, начали говорить нашими словами. Чем более далекий от нашей орбиты человек начинает нас цитировать, сам того не понимая, тем успешнее наша деятельность. Для наших подписчиков мы виртуальный собеседник, досуг или развлечение. Для наших подписчиков мы блогеры, мы им рассказываем интересные истории. Занимаемся информационно-развлекательным обслуживанием граждан. Для нашей аудитории в нашей деятельности есть политический компонент, конечно. Мы помогаем людям понять, что они не одни, почувствовать, что есть те, кто думает так же, что нас таких много. Но политический компонент в разы усиливается ровно тогда, когда мы за пределы этой аудитории выходим. Когда Виктория Боня внезапно взрывается, и люди хотят еще такого. Только еще такого от Бони они вряд ли получат. Еще такого дадим им мы. Когда подобные персонажи начинают говорить нашим языком, это не они у нас повестку крадут. Это они в нашу повестку втягивают людей, которых тут раньше не было. Это надо всячески приветствовать и хвалить их. Чем больше такого, тем лучше. Мы не конкурируем с Боней за просмотры. Мы хотим строить нормальное будущее для России. И Боня своими просмотрами с нами сейчас внезапно сотрудничает. И хорошо. Она, может, этого и не понимает даже. Но какая разница? До завтра.